Сегодня мы находимся в городе Бенидорм, город в провинции Аликанте. Это очень противоречивый город. Многим он нравится, многим нет. Здесь нет аутентичной Испании. Если вы хотите аутентичную Испанию, вам точно не сюда. Но очень много туристов вновь и вновь возвращается в этот замечательный город Бенидорм. Сегодня раннее утро, обратите внимание, за мной пляж, и уже он почти битком забит. То есть народ приезжает, уже купается и готовится, а впереди у нас ждут длительные праздники и выходные. Что происходит? Толпы народа зашкаливают. Я давно такого здесь не видел. У меня падает телефон из рук, толпы народа зашкаливают. Мы давно такого количества людей не видели здесь, в Бенидорме. Сейчас дальше мы пойдем в центр, покажем вам все улочки. Что происходит в этом городе сейчас? Улицы забиты битком. Пока мы дошли до пляжа, прошло очень много времени. Улицы забиты. Чуть позже мы покажем, что происходит в городе, сколько народу, какие цены. Выросли ли они или не выросли? Сколько стоит обед? Работают ли отели активно? Много ли туристов? Есть ли места на парковках? И вообще, что интересного в этом городе сейчас? Лежаки уже готовы принимать туристов, но сегодня еще ветрено. Хотя многие уже выходят на песочек погреться. Да. А вы бы стали жить в таком городе постоянно? Вы бы купили здесь квартиру, когда круглый год толпы туристов? Кому-то это нравится, кому-то нет. Может быть, вы и ждете именно это и ищете, а может быть, уединение. И если вам нравится Испания, ставьте лайк. Но если вам хочется увидеть аутентичную Испанию, в Испании очень много красивых городов, которые мы показываем на своем канале. Мы вас туда приглашаем. Смотрите, гуляйте, и вы узнаете настоящую и красивую аутентичную Испанию. Ну а Бенидорм – это город-курорт, город высоток, город пляжей, ночных клубов. Вот так. Это город Бенидорм, Испания. Попали на рынок сегодня здесь. Рынок находится прямо вдоль пляжа, под пальмами. Что здесь только не продают. Handmade, то есть hecho de manos, сделано ручками. Много всего интересного. А параллели там идут кафе, музыка, разные развлекалово, такие украшения. В общем, достаточно интересно. Всякие камушки, украшения. Бусики. Какая красота. Посмотрите, что красивое можно найти в Испании. Обычные, казалось бы, камушки, которые есть на пляже. Какая красота. Город Бенидорм в Испании нас приятно удивляет. Но вообще многие считают, что это, что это такой противоречивый курорт. Аутентичной Испании здесь, в принципе, и не пахнет, наверное, хотя вон какие красивые есть дома. В основном здесь, конечно, туристы. И очень много народу круглый год. Это самый туристический город после Барселоны. Да, много высоток разных. Ну, кому-то нравится, кому-то нет. Кто-то приезжает вновь, кто-то нет. Кто-то говорит, что это не аутентичная Испания, стоит посмотреть что-то другое в Испании. На вкус и цвет товарищей нет. А может быть, вы любите танцы на природе? Тогда вам точно сюда. Народ танцует. Смотрите, какая красивая летняя одежда. За 12 евро. Вот такие кофточки, рубашечки. Какая красота. И скидки, и детские сарафанчики. Это курорт, поэтому белый цвет очень даже классно. Орешки. Многие люди нам говорили, что Бенидорм, нет, мы здесь не будем постоянно жить, потому что здесь достаточно шумно. Круглый год, много ночных клубов, рестораны, бары. Люди приезжают, и некоторые даже говорят, ну, Испания – это бар Европы, здесь можно все. Можно садиться нетрезвым за руль, можно в ночных клубах тусить, там что-то еще. На самом деле здесь те же самые законы. И то же самое есть органы, которые работают и наводят здесь порядок. А смотрите, какие шикарные спортивные площадки.
18, откроется будет 30. Цены, кстати, ну, здесь еще нормальные. В центре 30-очка. Но туристов уже стало очень много, несмотря на то, что сейчас у нас... Какое сейчас у нас? Начало апреля, да? Конец марта, начало апреля. Одну свободную улочку нашли, и по ней идем на самую достопримечательность важную. И чуть позже мы вам ее покажем. Это не пляж, это не что-то еще, это такая вещь интересная. Сейчас мы дойдем. Ну, а ночью здесь, наверное, жизнь кипит. Бары, бары, бары. Кто знает, что здесь ночью? Здесь, наверное, всякие... Да, насколько безопасный город, пишите. Говорят, что сезон еще не начался в Испании. Забудьте об этом. Здесь уже вовсю толпы туристов. И люди, конечно же, уже принимают солнечные ванны, загорают на шезлонгах. Шезлонги разложены по всему побережью, несмотря на ветренность. В общем, сезон уже есть, сезон давно открыт. Кстати, самый лучший пляж, если вы находитесь в Бенидорме, не вот тот, где мы сейчас были, не тот, который сейчас мы приедем, а вот именно вот этот. Мы Чем его он показываем. лучший? Он самый закрытый, здесь самая чистая вода, но мало кто его знает. Вот такой песочек, плавный вход, который, наверное, и детям, и взрослым будет очень удобен. Здесь меньше всегда народу, всегда свободные места. Он Да. такой аутентичный, скажем так. Что, кафешки почти все заполнены. Туристы все идут на самую Я важную уже раздеваюсь, достопримечательность. что жарко. Смотрите, какой шикарный вид отсюда открывается. Вот это у нас город Бенидорм. И вот он, тот самый уютный, красивый пляж. Кстати, друзья, здесь очень много вилл и, соответственно, домов, которые сейчас переоборудуют, именно устанавливают солнечные станции. Мы своим клиентам подробно рассказываем, почему вот та гора, которая, да, там Финистрат находится, там очень много сейчас строительства, и почему вот именно в том месте станция работает очень плохо. Многие это не рассказывают, просто монтируют, ставят, и потом клиенты начинают звонить и рассказывать, что вы мне обещали столько-то, вырабатывает столько-то. Мы делаем расчеты, мы показываем реальную из системы ГИС, системы спутниковой от Google Solar. Мы платим почти 300 евро за токены ежемесячно, чтобы получить именно вот эти все данные, которые получают фотографирование, тени, соответственно, восход, заход солнца. И монтируя здесь, мы уже даем клиентам именно полностью выкладку, сколько его станция будет зарабатывать, будет ли он ее экономить или нет. То есть наша цель не втюхать и не продать, мы не продаем оборудование, а сделать вашу жизнь прекрасней в этой солнечной стране. Для тех, кто еще не обращался к нам по расчету солнечной электростанции, под видео будет обязательно наш телеграм-канал, пишите, и мы сделаем расчет. Естественно, любая работа – это коммерческий продукт, это оплачиваемая услуга. И в любом случае вы получите готовый проект с готовой инсоляцией и расчетом вашей экономии. И теперь из Бенидорма мы вам сейчас расскажем самые главные вещи, которые задают постоянно именно туристы. Чем отличается вот этот пляж от того и где, на каких пляжах отдыхают сами испанцы. Не только пляжи привлекают сюда людей, но еще есть одна уникальная вещь. Удивительный балкон Средиземноморья. Такая вот красотища. А сейчас я еще хочу вам одну особенность рассказать. В Бенидорме очень продолжительные длинные пляжи, длинные променады, по которым можно гулять. Ну, соответственно, и они очень пологие, песчаные, удобные для входа, для плавания, для отдыха. Посмотрите, как он тянется далеко, вот до той горы.
кстати говоря, с другой стороны мы увидим тоже такие же длинные пляжи. А вы знаете, чем этот пляж отличается от того, который сзади нас? Не знаете? Тогда мы вам чуть позже расскажем. А мы перешли посмотреть другой пляж. Он такой же протяженный, тоже песчаный, тоже хороший, мягкий вход. Но знаете, чем хуже здесь? Здесь очень много народу летом, потому что здесь очень много отелей. Пляж перегружен, а, соответственно, идет нагрузка на все. Кафешки перегружены, с туалетами, наверное, тоже могут быть проблемы. И вот, несмотря на то, что здесь очень удобно и близко ходить из отелей, но, тем не менее, местные, насколько нам говорили, не всегда предпочитают плавать здесь, потому что здесь, как говорится, яблоку некуда упасть. Здесь очень много народу. Но зато есть лежаки, и вода прогревается достаточно быстро. И даже сейчас уже видно, что на променаде очень много народу. Мы вот сейчас шли просто, можно сказать, в толчее. Город полон народу, полон туристов, город живет. А ведь это еще не лето, а есть же здесь проблемы и с парковками, и сколько же стоит еда. Чуть позже мы вам обо всем расскажем. А еще об этом тоже не все говорят. У нас есть один маленький секрет для вас, которым вы тоже можете воспользоваться, когда приедете сюда. Нужно подняться вот на эту гору, там прекрасная дорожка, и там есть, вот на этой самой высокой горе, там стоит крест. И до него, когда вы доходите, у вас открывается замечательный вид на Бенидорм, и вы по-настоящему можете оценить, какой красивый этот местный испанский Лас-Вегас. И, кстати, лет 10 или 12 назад мы впервые были в этом городе, поднимались к этому кресту, и был страшнейший ураган. Помнишь, нас вообще сносило, видео есть на нашем сшибало. Я не помню, сколько лет назад, давно-давно был очень сильный ураган. Сильный ливень, ветер, просто нечто. С питанием здесь проблем нет. Цены приблизительно, как в любом курортном, повыше, чем у нас на побережье. Но сейчас уже везде все занято. Толпы туристов сидят и едят. И что-то пьют. Пласа де Санта-Анна здесь самый красивый мирадор, откуда можно делать замечательные фотографии, видео, прямые эфиры, любоваться морем, слушать волну и посмотреть на ресторанчик, который вот здесь работает, тоже видовой. А вы чувствуете, какие пошли уже запахи жареных морепродуктов, жареной рыбки? Народ занимает места в ресторанах, а время у нас еще, в принципе, не так много. Только 12. Только 12, народ уже сидит, ест. В церкви была, вероятно, сегодня свадьба. Подметают листики. Точно свадьба. Фейерверк откуда-то раздался, но откуда ничего не видно, но очень громко слышно. В общем, где-то там свадьба. Может, мы сейчас ее увидим? Какое-то представление уличное. Да, точно, надо. Уличные артисты. Когда мы здесь проживали, останавливались, ночью мы, в принципе, сильно не гуляли. Пишите, кто здесь проживает постоянно. Спокойно у вас здесь ночью или нет? Мешают вам туристы или нет? Ну и вообще, хотели бы вы жить в этом городе или нет? Городе туризма, городе высоток, город, который не спит, наверное, никогда. 24 Круглый год они, наверное, не спят. У меня такое ощущение. Всегда, когда мы приезжаем, здесь полно народу. Розовые листики и рис. Что сыпят на свадьбу? Розовые листья и рис. А в ваших странах? Чем обсыпают? У нас еще монеты сыпят. Монеты нам сказали, испанцы, это очень опасно, можно еврикам фингал поставить. Понятно. Еще один лайфхак. Сейчас мы вам покажем. Пока туристы едят на центральных туристических улицах и переплачивают в 2 раза дороже, мы вам покажем место, где обычно едят местные и где периодически питаемся мы, когда бываем в этом городе. Мы в разных местах, но в то же время мы вам покажем лайфхак, куда надо идти, чтобы платить гораздо меньше, но питаться также вкусно. Там очень вкусная кухня. Раз, тишина. А тут раз, тихо, спокойно.
А выбирать надо заведение там, где много местных жителей. Вот это наш главный лайфхак. Например, вот здесь меню Дель Диа 17 евро. Для Бенидорма это достаточно недорого. Друзья, а нам нравится вот это заведение. На вкус и цвет, говорят. А совсем в центре есть вот такое заведение, такая таверна. Нам здесь очень нравится. Ну, на вкус и цвет друзей, как говорится, нет. Но в любом случае мы вот заходим в это заведение. Здесь есть все. Начало апреля, а люди уже купаются. Наверное, водичка уже ничего. Можно плавать. А что же будет здесь летом, если сейчас в апреле здесь столько народу? Смогли бы вы жить в этом городе или нет? Как вы думаете, классно это, когда столько народу постоянно, и народ меняется, или не очень? Пишите свое мнение. Единственное, Леша, у тебя спокойное ощущение в этом городе вообще? Я все время держу за сумку. Я тоже держу себя. карман Все время контролирую. на всякий случай. И все время как будто контролирую, как будто молюсь. Значит, я смотрю один телефон, второй телефон, сумка, микрофон. Телефон, сумка, вот так вот у меня руки все время так вот проверяют все, что у меня есть. Кофта и все. То есть в толпе такое ощущение, что можно что-нибудь или потерять, или забыть, или уронить. Ну, или, так сказать, и вот пристают, конечно, продавцы разных браслетиков, и очечков, и прочее, прочее. Откуда ты, тыры-пыры, то есть здесь как бы нельзя рот разевать, начинаешь с ними разговаривать, они начинают втюхивать браслет. Это не бесплатно, это стоит денежек. Да, он напялит на руку, только сыр в мышеловке. напялит на руку, потом не отвяжешься, скажет, платите, платите. Курят здесь очень много, у нас уже меньше. На побережье курят все, какие-то сигары, вейпы, в общем, все, что в общественных местах уже запрещено, говорили, то тут, конечно, очень. То есть, ну вот мы сидим, посмотрите, сколько народу. Причем пытаются сесть даже на коленки. Садятся сзади, вот туда, сюда. Начинаю сразу держать сумку, микрофон, ключи от машины. Все. То есть ценные вещи лучше оставлять либо в отеле, либо дома. Вот как-то так. Но это я свои впечатления говорю. Команду не дал? Идет. Я поджала ноги, потому что такое ощущение, что мне их отдают. Очень много народу. Хороший. А многие здесь ездят вот на таком транспорте. Есть свои, а кто-то берет на прокат. Здесь есть прокат очень развит. Вот даже можно с корзиночкой съездить в магазин, что-то купить. Очень хорошие дороги, животные. Вот она набережная. Это, насколько я понимаю, такая английская часть города, пляж, вот это Леванте. В таком толпе взяли. Такие красивые. Здесь и ходят, и ездят, и велики арендные, и вот такие машинки. Для тех, у кого болят ножки, и кому тяжело ходить. Маленькие домики стоят, все квартиры здесь все сдаются. Вот эти объявления Алькила, это значит аренда, сдается. СБНД это продажа, а это сдача. Но, насколько я знаю, вот эти все, они сдаются, маленькие такие. Ну а в высотках очень много живет местных жителей, ну и вообще да, там вот, кстати, иностранцев. Да. Это пляж Леванте, часть города Бенидорма. Ну и здесь вот всякие американские бары, ирландские бары. Люди сейчас уже с пивком стоят. Шумно достаточно, музыки много. Ну и ночью говорят то же самое вечером. Только умножить на 10. Только умножить на 10, да. Везде отели, везде сдается все в аренду. Смотри, слева там Пиццерии. Ну не знаю, вот вам как, нравится, не нравится. А другая часть Бенидорма, она Поненте, да, она поспокойнее. Хотя тоже там много высоток. И есть бары, рестораны вдоль пляжа. В общем, там мне показалось поспокойнее, несмотря на то, что тоже народу много, но много местных, мне кажется.
Пляжи, конечно, хорошие, лежаки хорошие. Что ты говоришь? Интересный домик, наверху сидят там. Вот. Где? Вот, на Да. балкончике такой. В общем, жизнь кипит. Смотри, здесь какой-то ресторанчик открылся. Пойдем посмотрим. Ну, давай. Очень похоже. Вышли на красивую улицу вот с такими фонарями. Ночью она очень красивая, потому что, когда мы останавливались, мы уже показывали, наверное, что вот это все светится, очень красиво. Деревья такие, высотки. Вот как-то так. И здесь уже поспокойнее, конечно же. Поменьше пьяных, упившихся пивом на набережной. В общем, вот так. А на набережной там, да, там ирландские бары, американские бары, пиццерии, бургер-кинги разные. В общем, ну как-то так. Не можем мы пройти мимо того, чтобы не показать вам цены. Значит, кофе у нас, вот эти 2 круассана, 3 кофе, так как мы сегодня нас 3. Не буду показывать, с кем. Это будет секрет. Он писать ходил. Очень интересный человек, но это секрет. В дальнейшем, может быть, мы вам его покажем. А может, ее. Ну, то есть... Короче, 2 евро кофе и 2,20 круассан. Все вместе это сколько? 10 евро. 10,40. 10,40. Вот так. Будем вкушать вот такую вкусную еду. Ну и улочка такая более-менее спокойная. Сейчас я вам ее покажу. Вот такая улочка. Спокойная, здесь тишина, покой. И наконец-то в тени деревьев можно посидеть, спокойно выпить кофе. Вот такой он город Бенидорм. Ну а там уже вы сами думаете, приезжать сюда на отдых или нет, покупать здесь жилье или нет. Город достаточно противоречивый. Город большого количества туризмов, наплыва. Это не аутентичная Испания. Это более такая современная, наверное, построенная для туризма. Высокие дома. Ну и нет никаких исторических достопримечательностей здесь. Конечно же, музеев там особо, ну и так далее. Пишите, как вам город Бенидорм? Хотели бы в нем жить? А может, отдыхать? А может, вы здесь бывали уже? Ну, по мне, сюда можно приехать только зимой или вот, по крайней мере, в апреле. Ну ну не знаю, я не буду Летом говорить. здесь пробки, мне здесь не нравится, если честно. Можно жить здесь или нет, у каждого свое, конечно, понятие. Народу много, даже зимой. Пробки, ну и трудно припарковать, кстати, автомобиль. Это тоже парковка, это тоже целая проблема. Ну а если жить вверху на горе, как говорится, Финистрат, да, то ну, все время надо на автомобиле спускаться вниз. По мне это тоже очень неудобно, потому что хочется быть все-таки в пешей доступности от всех возможных прелестей жизни. Все, пишите, как вам этот такой городок, как вам отдых в таком городе. Все, пока, чао. А у меня есть термос. Так, ну для тех, кто досмотрел нас до конца и дальше, показываем наш еще один лайфхак. Мы еще берем с собой чаек во все путешествия. Иногда останавливаемся на стоянках, вот на таких, где есть заправки, туалеты, зона зеленая зона отдыха, столики. Вот такие уютные места. Ну и пьем чаек. Вот у нас чаек такой. Чай с лимоном. Можно сладенький, можно нет. И пополняем свою энергию таким приятным чайком. Сегодня у нас сладкий чай. Так что тот, кто досматривает наши ролики до конца, мы делимся, будем в конце делиться своими самыми важными лайфхаками отсюда, из Испании, о жизни, о всяких разных моментах. Так что всегда досматривайте до конца, там будет самое-самое важное, самое интересное и полезное.